Всем салют, ребята, что у вас на носу? Сопля? Нет. Разумеется, месяц декабрь, на носу новогодний праздник, Новый год, год дракона. Я подготовил для вас чудесные закуски к столу новогоднему. Ребят, все, что я нашел в холодильнике, вы видите на моем столе. Погнали, сейчас я замариную стейк говяжий и замариную грудку куриную. Для этого мне что потребуется? Соль, перец, достаточно. Берем соль, берем перец. Вы спросите, почему мясо лежит в одной тарелке? Курица и говядина. Да потому что я мариную одним маринад. Соль, перец, все достаточно. И соль у меня с чесноком дробленым, сушеным. Так что не парьтесь. Если у вас нету чеснока, можете свежий, можете розмарин, может быть тимьян. Что захотите, ребят. Делаем так. Так, у меня еще веточка тимьяна есть. Добавлю ее. Так. И все это на гриль-сковородочке буквально 3-4 минутки и готово. Если у вас нет гриль-сковороды, вы просто сковороды или сковородка, я так и не знаю, потому что я кто? Я русский. Ребята, для меня хоть на камнях жарьте мясо, все равно оно будет одинаково по вкусу. Ребят, посмотрите, что я нашел в морозилке. Это клешни краба-стригуна. Много кто путает, говорит, о, я ем краба камчатского нашего. Но он тоже стригун, вроде бы обитает на Камчатке, но это не тот краб, который снежный. Это просто стригун, он дешевый. Килограмм рублей 700 где-то стоит. Нашел мидии крупного размера и тушка кальмара. Сейчас хочу разобраться с этим носком. Я не люблю запах кальмара, но приготовленный люблю. Что мы сделаем? Отрежем лишнее. Вот эти вот кусочки, они нам не нужны. Вот так его. Оп. Все, что дальше делаю? Так распластал его. И буквально вот так вот. Вы просто проводите, будто слегонца придавливаете, прирезаете его. А знаете для чего? Вы потом увидите, такая как красивая штучка получится на него. Что дальше делаем? Делим его. Делим его вот на такие полосочки. Раз, два, ну пускай 3, 4, 5, 6. Все. С кальмаром мы разобрались. Супер. Поэтому разберусь с этими клешнями. Понадобятся ножницы. Да, мне так убивает. Я ем краба. Настоящего, представьте. Да, стригуна ты, наверное, ешь. Сейчас посмотрим по наполняемости. Сколько. Но мне этот краб нравится. Он подходит также к салату крабовому. Я не покупаю никогда крабовые палочки. Типа, они невкусные. А вот стригуна, пожалуйста, отдал 600 рублей пачку. Так такого крабового салата ты наделаешь, что жена будет в восторге. Либо муж. Вот, наполняемость супер. Смотрите, вот это вот настоящее мясо краба. Мыши летучие. Сейчас я вам покажу быстрый способ, как приготовить мидии кальмара. Взяли такой обычный сотейник. Закидываем сюда кальмара. Абсолютно всего. Таким способом мидии забрасываем. Заброшу все, мало ли что-то случится. И, кстати, у меня осталось чуть-чуть стригуна, поэтому, ну, ладно, придется скормить кошке. Да, кстати, я вот приложил кальмарчика. Ой, краб, сорян. Все, закинули это все в сотейник. Главный ингредиент это у нас чайник. И заливаем все кипятком. Буквально кипятком все это заливаем.
Все, и оставляем вот так на 3 минуты. 3 минуты, супер будет нежное мясо. И приготовлено. Термообработку просто пройдено. Все, пока у нас это стоит, я отправляюсь на обжарочку этого замечательного мяска. Мыши летучие, разогреваем вот такую сковородку. Запшикали ее слегонца со спреем маслом. Закидываем наше сладенькое мяско. Жарить. И курочку. Накрываем это все вот такой фольгой. Открыли. Вот так накрыли. Чтоб не летело лишнее масло, не засирало вам кухню. Так, ребятишки, будем переворачивать наше мяско. Говядину я сниму чуть пораньше, потому что она чуть раньше будет приготовлена. И накрываем. И снова 2 минутки. Мыши мои летучие, вы посмотрите, какое мясо великолепное, я его поджарил. Кстати, еще хотел сказать, что я слил кипяток с кальмара и с мидий. Сейчас я вам покажу быстрый маринад. Для этого нам понадобится чуть-чуть оливкового масла. Что-то не стреляет. Вот так сделать. О! Всего чуть-чуть. Перчика. И такое чувство, что у меня что-то в кармане. Ребят, Новый год на носу. А это в каждом кармане валяется мандаринка. Поэтому мы ее тоже добавим на маринад. Разрезали мандариночку. И буквально запах, что был цитруса, понимаете? Маленький запах цитруса. Все, вот так выдавили мандаринку. И забыл. Мы добавим чуть-чуть базилика. Подстригли. Словно барбер. Все. Базилик туда отправляю. Блин, а что вот с этой кусочком мандаринки делать? Я его съем. Сок. Ложка. И все. Маринуется. Ребят, берем вот такие я замечательные в Метро нашел формочки. А в них мы сделаем супер быстрый салат Цезарь. Да что такое? 3 штуки нам хватит. Берем салатик айсберг. Хотел порезать, но понял, что я люблю, когда салат не резанный. А такой, даже можно сказать, слегонца какие-то сегменты. Ну вот так его порвем. Хаотично. И все. Не надо. Возьмем черри пока. Сколько у нас? 3 салата. Нужно 3 половинки. Поэтому берем 2 черри. 1 я съем. Разрезаем. Вот так вот. Вот так. И вот так. 1 съем. Быстрый соус. Ребят, майонез. Самый лучший способ. Нам не особо много надо. Это самый быстрый способ сделать Цезарь. Чуть-чуть соевого соуса. И что еще? И пармезан, разумеется. Ну, такой густой. Люблю, когда много пармезана. Так, пармезан нам еще пригодится. Ложка. Пара-па-пам! У меня появилась ложка. Вот так чисто помешиваем. Делаем такой, не слишком жидкий, не слишком густой. Все размешали, вот вам и соус. Ребята, еще, наверное, знаете, что добавлю? Чуть туда базилика, чтобы был запах свеж. И снова я барбер. Подстригаю эту зелень. Ребята, люблю зелень. Все, перемешиваем.
Все, быстрый соус Цезарь у вас готов. Вам не надо париться. Просто я знаю, что люди, которые живут в регионе, они не могут найти у себя анчоуса, который добавляют в оригинальный рецепт соуса Цезарь. Ребят, я вам честно говорю, от этих закусок, которые вы приготовите, зарвется просто либо жопа, либо голова. Так что смотрите и думайте сами. Все, буквально по чуть-чуть его сюда. Возьмем курочку. Не хотел ее руками брать. Ну ладно, что поделать. И делаем очень тоненький слайс курочки. Очень тоненький. Чтобы вы понимали, вот такая толщина. И дальше мы ее, сейчас вам покажу. Раз. Такие сегментики. И закидываем ее. Оп. Всего лишь 2 курочки. И тут будет достаточно. Это такой быстрый перекус называется, ребят. Очень быстрый перекус. У меня аж слюнки текут, ребят, не представляете. Так, ребятишки, я чуть-чуть задумался и решил себя поправить. Это закуски для всех, не только супруги, мужья, жены. Просто для всех. Делайте вкусно, красиво и быстро. Но слюнки сочно текут. Сочно. Ребята. Сейчас вот так. Добавляем вот этот айсберг чуть-чуть сверху. Этот лишний не нравится мне. Вот таким образом добавили. И что тут дальше, вы скажете, не хватает? А не хватает, чуть пармезанчика притрушу. И будет все good. Пармезанчик я взял, кстати, натертый. Но сейчас в России очень трудно у нас найти хороший пармезан. Но есть ребята, которые делают суперский пармезан у нас даже в России. Это самое гениальное, что есть. Все, это готово. Смотрите, ребят. Вот такая вот канапешечка получается. Ребят, забыл добавить самое замечательное, что сегодня я нашел в магазине. Это копченые перепелиные яйца. Решил добавить. Давайте посмотрим, какое оно внутри. О, вот, замечательное. Смотрите, яичко какое. И вот. Бам! Бам! И еще одну половинку. Бам! Все, это есть я. Вкусненько. И давайте добавим по маленькому зелененькому листику, чтобы это было красивенько. Оп. Все, мои канапешки первые готовы. Погнали дальше. Мыши летучие. Пришло время, чтобы распаковать вот эту малышку. Сейчас вы офигеете, какая малышка. Оп, смотрите, какие песочные тарталетки. Кстати, купил в Метро, не реклама Метро, а просто там они делают более качественную и вкусную. Цена вот этой коробки всего лишь 76 рублей. Я в шоке. Берем. Раз, два, три. Короче, 6 штук беру, делаю 6. Сыр творожный я в такой мешок переупаковал, чтобы было удобно делать. Вот такую штуку, смотрите. Оп. Заполняем. Хочу добавить огурчик к кальмару, а к мидиям добавлю перчик, наверное. Смотрите, как тоненько. Как тоненько я нарезал огурчик. Ребят, это шок. Шок-контент называется. Все, нам буквально чуть-чуть нужно огурчика. Буквально с краюшку его, чтобы его было видно.
Потом я крупным планом вам дам, как будет это все выглядеть с кальмаром. И с мидиями. Ничего элементарного, ребят, я не выдумываю там 200 ингредиентов. Все с одних в основном. Один такой, третий такой. Все, огурчик добавили, разумеется, лишний. Что с ним делать? Вот что с ним делать? Его надо съедать. Угу. Берем кальмарчик. Придется брать руками. Не хотел кальмара брать руками. Тут такая тема, что придется. Так, это толстенький кусочек. Берем тоненький. Ну какой толстый кальмар, оказывается, ребят. Не знаю даже, что с ним сделать. Закрутить даже не пробуется. Качественный кальмар. Кальмар, кстати, покупал тоже чищенный. Заметьте, все продукты в основном, чтобы не заморачиваться, брал чищенными.